секретная служба США предъявила такое условие, что они сажают снайпера на квадригу. Наши категорически отказали в этом. Ну, видео есть субтитры. Для того, чтобы выбрать свой язык, зайдите в настройки и выберите нужный вам язык, поставив галочку. Ну, а мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья. И посмотрите, середина апреля и такая погода в Москве. Третий день идет снег, практически засыпает Москву. И транспортные коллапсы частенько бывали в эти вот 3 дня. Некоторые уже переобули резину на летнюю, но, как видите, поторопились. Климатическая норма сегодняшнего дня на 5 градусов меньше, чем обычно в это время года. Сейчас на улице минус 1,5, минус 2 градуса. Ну а мы с вами в Александровском саду и погуляем. Все уже забыли про зиму. Зима была необыкновенно теплая. И вот, как все синоптики говорят, зима берет реванш. Но самое что интересное, уже через неделю будет плюс 20 градусов. Вот такие катаклизмы в Москве. Ну а мы давайте пройдем с вами и понаслаждаемся такими великолепными видами. Ну вот смотрите, газоны все в снегу, на деревьях уже начали набухать почки. И вот видите, уже где-то даже зеленые листики начали пробиваться. Ну а зима вот подкорректировала погодные условия. Но тем лучше. Посмотрим на красоту. Начинаем с Александровского сада, пройдем вдоль Кремлевской стены. Так, сколько у нас там времени? Вот, смотрите, на часах одной из кремлевских башен. Припорошенные ели вдоль стены. За деревьями мы видим с вами здание манежа. Построено в 1812 году. И вот в 90-х годах, в конце 90-х, сильнейший пожар был и практически уничтожил крышу, где стропилы были деревянные, оригинальные еще 1800-х годов. И пришлось вот восстанавливать по чертежам здание манежа. Третьи сутки снег сыпет с небольшими перерывами, совсем небольшими, и начинается с новой силой. До 12 тысяч единиц коммунальной техники выведено на улицы Москвы, чтобы не допустить транспортного коллапса. Водителям, которые уже переобулись на летнюю резину, советуют пользоваться городским транспортом и машины поставить на приколы. Но не все слушают это, и достаточно много аварий. А это вот стела выполнена в память 300-летия дома Романовых. Династия Романовых, как известно, правила 300 лет России, и правление закончилось
революцией и сам отречением от власти Николая II. Это у нас грот. По правую сторону у нас находятся стелы городов-героев и городов воинской славы. Многие, конечно же, знают, когда бывали в Москве. И чуть дальше вот как раз вечный огонь неизвестному солдату. Посмотрите, какие шикарные ели возвышаются уже над Кремлевской стеной, и все засыпаны снегом. Березки, русские березки. Уже было, наверное, собрались березовый сок пускать по стволам, но не тут-то было. Зима опять нагрянула. Повторю, мы с вами в Александровском саду. Города-герои: Одесса, Севастополь, Сталинград, Минск, Киев, Ленинград. И там чуть дальше Москва, где мы с вами сейчас и находимся. Ну и, конечно же, вечный огонь. Почетный караул. Видите, они сейчас стоят в таких вот кабинках. Когда холодно, пол у них подогревается. И каждый час смена караула. И так с 8 утра до 20 часов вечера. Очень много в Москве иностранцев. И хочу вам озвучить цифру, которую привел мэр Москвы Сергей Собянин, что за 2024 год Москву в качестве туристов посетили 26 миллионов человек. Это рекорд за все время. 26 миллионов. И первое место среди всех регионов России. Очень много туристов с Китайской Народной Республики, Саудовской Аравии, с Ирана, с Юго-Восточной Азии. Ну, с Европы, конечно, меньше. Сейчас в связи с обстановкой. Вот чрезвычайное положение. Одиночный пикет, который можно. Ну и давайте мы сейчас пройдем с вами на Красную площадь. По Кремлевскому проезду мы, наверное, не пойдем, а мы сейчас обойдем и пройдем через Иверские ворота. Пройдем мимо памятника герою Советского Союза, маршалу Жукову Георгию Константиновичу, который установлен напротив исторического музея. Установлен он был в 1995 году указом президента России Бориса Ельцина в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. И как время бежит, уже 30 лет в этом году будут праздновать и будем праздновать 80-ю годовщину Великой Отечественной войны. Фактически президент к нему и готовится. И до этого он говорил о центрах решения, говорил о диалоге,
Получается, у нас там Манежная площадь. В 90-е годы тут собирались митинги демократов. А в 93-м году здесь начали строить подземный торговый центр, который и называется Охотный ряд. И в 97-м году, в 1997 году он был открыт на деньги города. Здание гостиницы «Москва», но сейчас оно называется по-другому, было перестроено. И Юрию Михайловичу Лужкове полностью снесено и воссоздано по чертежам близко к оригиналу. Ну, как сейчас модно говорить, это уже ни в коем случае не оригинал, это уже реплика. Да и называется он по-другому, не гостиница «Москва». Так, ну что, пойдемте пройдем на Красную площадь. Иверские ворота и Иверская часовня были восстановлены в 1995 году по сохранившимся чертежам. Как известно, после революции, там в 20-х или в 30-х годах, вот это все было снесено 20 века для того, чтобы проводить парады на Красной площади, и вот эти сооружения не мешали проезду военной техники. Но вот при Юрии Лужкове, мэре Москвы, все это было воссоздано и открыто в 1995 году. И тут же вот поставили нулевой километр, где люди охотно фотографируются и кидают монетки для того, чтобы сюда вернуться. Но ушлые вон люди стоят уже, эти монетки быстренько собирают. Здесь мы видим с вами Иверскую часовню. И пройдем через Иверские ворота на Красную площадь. Ну и с правой стороны, конечно, у нас исторический музей, как я уже сказал. Вот мы с вами вышли на Красную площадь. Объектив камеры постоянно заляпывается снегом, приходится выключать и периодически его протирать. Но мы для этого с вами и вышли, чтобы посмотреть снежную Москву. Я думаю, в этом году это вот уже последний снег. Ну, конечно, в конце года, в ноябре-декабре, конечно же, он выглядит по-новому. Ну и вот мы с вами на Красной площади. ГУМ и Кремлевская стена. Никольская башня Кремля высотой 74 метра. И впереди мы видим мавзолей. Кстати, это вот уже третий мавзолей, построенный, ну, третий окончательный, для усыпальницы вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Сейчас он закрыт, там, по-моему, идет какая-то большая реконструкция, а вдоль Кремлевской стены похоронены известные личности эпохи революции. Вот здесь, если брать, вот тут. А чуть дальше там генеральные секретари Брежнев, Андропов, Черненко, конечно же, Иосиф Виссарионович Сталин, который был вынесен Никитой Сергеевичем Хрущевым из мавзолея. Он какое-то время пролежал вместе с Владимиром Ильичем Лениным. Ну и после того, как Хрущев пришел к власти и был развенчан, по его мнению, культ личности Сталина, снесли все памятники Иосифу Виссарионовичу и, естественно, вынесли его из мавзолея и похоронили его вон. Сейчас мы приблизим. Вот здесь аллея генеральных секретарей. Какой снег. Вот там он и похоронен. Что самое интересное, Хрущев Никита Сергеевич
похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Он не похоронен, он был также смещен с поста и отправлен на пенсию. Доживал он у себя на даче, где и умер. И был похоронен уже, но на Новодевичьем кладбище Москвы. Ну и вот, как раз как мы видим, мавзолей Ленина. Вот когда Сталин был, видите, здесь надпись Ленина была, надпись Ленин, Сталин. И интересно, что эта плита где-то сохранилась еще, лежит. Вот опять вернули, видите, с надписью «1 Ленин». Там, допустим, в день ты на Аргусе, она на Москвиче. В ночь она на Аргусе, ты на Москвиче. Хотя бы, бля, меняйте. Ну и давайте опять здесь закрыли, готовится уже. Готовится, ставят, видите, трибуны уже к празднованию Дня Победы 9 мая, 80-летию Великой Отечественной войны. Очень много гостей приедет на празднование. Ну и вот самый большой из них гость будет Си Цзиньпинь, китайский лидер. Ну и не знаю, Владимир Путин, президент России, приглашал Дональда Трампа. Приглашал? Нет, ну, по-моему, приглашал. Тот пока в раздумье. Ну и вот Спасская башня Кремля, как мы видим, куранты. Куранты отбивают каждую четверть часа. Ну и по окончании часа отбивают столько ударов, соответственно, сколько времени. 5 часов, 6 часов, 7 часов. Здесь идет агитация на экскурсии людей. Ну и Спасская башня Кремля, именно отсюда выезжают машины с министром обороны для приема парада Победы. Да, несколько эпох, конечно, здесь сплелось. И коммунистические символы, вот рубиновые звезды Кремля. Тут же великолепный храм Василия Блаженного. Легенда гласит, что зодчий, который построил этот храм, после его постройки, можно сказать, сдачи в эксплуатацию по приказу царя, был ослеплен, чтобы он не мог впоследствии воспроизвести такой же храм где-то еще. Вот такие были времена и нравы. Смотрите, какая красота. И тут же памятник Минину и Пожарскому. Его совсем недавно отреставрировали. И, что самое интересное, реставрировали его на месте. Возводили вокруг него ангар. И реставрировали на месте, так как транспортировки он не пригоден был. Его просто бы, если бы попытались перевести куда-то в цех, его бы просто вот погубили бы. Ну и как гласит гражданину Минину и князю Пожарскому. Один был голубых кровей, другой простолюдин. И объединились вместе вот в защите Отечества. Благодарная Россия, лето 1818 года. Ну, все. Занесло, и он еще называется, видите, собор Покрова, что на рву. Храм Василия Блаженного. Ну, все привыкли его называть храм Василия Блаженного. 1555-1561 год. Тут же у нас рядышком лобное место. Многие ошибаются, говорят, что здесь рубили головы, но нет, здесь
на лобном месте, зачитывали приказы и манифесты царя-батюшки, опубликовывали, можно так сказать, для народа. Сохранилось оно, лобное место. Ну и что я хочу сказать, снег, сколько мы с вами вот уже гуляем, идет не переставая. Можно чуть-чуть заглянуть сюда. Ступеньки, конечно, здесь, но их не устанавливают. Хотя это явно уже не оригинал. Так, ну и что, пройдем по этой стороне. Вдоль ГУМа. Государственный универсальный магазин. Разметку уже потихонечку начинают носить, хотя это, наверное, разметка для проезда техники. Видите, желтые полоски, синие, белые. Это еще, скорее всего, с прошлого года осталось. Во времена Бориса Ельцина, правления 90-е годы, парады были отменены, но затем по приходу к власти Владимира Путина указом это было восстановлено, и парады на 9 мая проходят каждый год. Ну а в этом году, конечно, знаковый парад, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Торжественным мероприятием готовится серьезно. Ну, мы заканчиваем с вами экскурсию по Красной площади и двигаемся дальше. Вот мы опять возвратились к Никольской башне Кремля, историческому музею, и выходим на улицу Никольская. Вот туда. Улица Никольская. В советские времена она называлась улица 25 октября. Но в 90-х годах ее переименовали и вернули историческое название, улица Никольская. И мы сейчас прогуляемся по ней. Она сейчас очень популярна, эта улица, в хорошую погоду, да и не очень хорошую. Здесь, особенно по вечерам, яблоку негде упасть, народу всегда полно. Молодежь снимает ролики для ТикТока, песни, веселье. Хочется отметить, когда был, это вот вход в ГУМ. Хочется отметить, когда был чемпионат мира по футболу в России в 2018 году. И вот здесь творилось что-то невообразимое. Во-первых, здесь было битком полностью. И постоянные самбы, румбы, мексиканцы, бразильцы, аргентинцы, кто все, испанцы, все здесь. Кто-то праздновал победу своей любимой команды, кто-то запивал пивом горечь поражения. Но всех объединяла любовь к футболу и дружба народов. Здесь продают сувениры. Обычное дело всегда. Вот видите, оградили даже, чтобы не подходить, потому что большой снегопад и много снега на крышах. Переход на площадь Революции. Ну а там уже выступают артисты больших и малых театров. Ну здесь вот с правой стороны как раз идет реконструкция уличная. Да, в такую погоду, конечно, народу здесь поменьше, но все равно, посмотрите, гуляют люди. Мы с вами специально прогуляться вышли. Большой снегопад, чтобы вот насладиться зимними видами.
Вот, как вы видите, идет стройка, элитный жилой комплекс здесь будут строить. Вернее, не будут, уже строят. Здесь учился, видите, великий русский ученый Михаил Ломоносов с 1731 по 1735 год. Да, уже было, начали выставлять, видите, столики летних кафе. И тут такая оказия. Вот смотрите, уже выставили, уже вот ограждение ставили. И пришлось ненадолго отложить все это дело. Вот как видите, вот тоже. Видите, реагентами посыпали. Ну вот, продолжаем двигаться по Никольской. Государственный большой академический театр России. Камерная сцена имени Покровского. Мне кажется, что снегопад только усиливается. Ну и заканчивается у нас улица Никольская. И мы с вами выходим на Лубянскую площадь. И прям по центру нашего кадра здание, одно из самых известных зданий. В советские времена это здание Комитета государственной безопасности КГБ СССР. Одно из самых мощных и влиятельных служб мира.
сейчас это Федеральная служба безопасности России. А до всего этого это было в царские времена. Здание это принадлежало Страховому обществу Россия. Одно из самых богатых обществ страховых было. Таких зданий по всей Москве у них было очень много. Ну и, соответственно, Лубянская площадь. Вот там стоял до 91 года председатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский. Но затем его убрали, когда начались вот эти все демократические процессы. И сейчас здесь, на этом месте, каждый Новый год ставят красивейшую елку. Кто следит за моими видео, неоднократно это видели. Вот впереди у нас Политехнический музей и станция метро Лубянка. Ну а мы двигаемся с вами вперед. Часы показывают 3 минуты с 7. Центральный детский магазин. Очень праздничная обстановка, особенно вот на Новый год, когда туда зайти, там стоит красивая елка, и дети просто в восторге всегда. Ну, для родителей горе, конечно, когда их дети туда тащат. Нам надо пройти через дорогу, мы сейчас по хотелому пешеходному переходу перейдем на ту сторону. И пойдем в сторону Большого театра. Снег хлыщет. Вот мы совсем рядом, возле детского магазина. Детский мир. Театральный проезд, дом 5. Ну и мы идем с вами по театральному проезду. Министерство транспорта Российской Федерации. Вот если в эти ворота зайти, то мы выйдем на Никольскую улицу. Метрополь, знаменитый Метрополь. Гостиница Метрополь, отель Метрополь.
снег валит и тает на дороге. И получается такая слякоть. Длинная улица. Что интересно, на театральном проезде два театра. Вот этот, вот справа у нас, это малый театр. Которым до последнего руководил Юрий Соломин. Все его знают по множеству фильмов, но один из самых известных — «Адъютант его превосходительства». Здесь вот тоже идут работы. Все перекрыли, но это вот сам театр. Малый театр. Ну и конечно же мы вот сейчас проходим, и великолепное здание Большого театра, узнаваемый на козырьке квадрига, повозка, запряженная 4 лошадями. На 100-рублевой купюре. В свое время была история хорошая. Во времена правления Михаила Сергеевича Горбачева визит в СССР, в Москву сделал президент США Рональд Рейган. Ну, все дела порешали, и Михаил Сергеевич пригласил Рональда Рейгана на Щелкунчика, по-моему, в Большой театр. И Рейган принял приглашение, но перед этим, конечно же, секретная служба США должна была обследовать маршрут передвижения президента Рейгана. И одно из условий было, что они сажают снайпера вот туда. Секретная служба США предъявила такое условие, что они сажают снайпера на квадригу. Наши категорически отказали в этом. Ну, они сказали, тогда мы не поедем в Большой театр. Об этом доложили Горбачеву. Горбачев, наверное, один из немногих моментов, когда он проявил твердость. Ну, не поедете и не поедете. Никаких снайперов на этой квадриге не будет. Категорически запретил. А Рейган узнал об этом и все-таки согласился посетить Большой театр, где они с Михаилом Сергеевичем и посмотрели спектакль. Не знаю, правда это или нет, но это рассказывал сам генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Вот такая история была. Ну, а это знаменитый ЦУМ тоже. Снег все идет. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду заканчивать. Я надеюсь, было интересно. Какие-то моменты я осветил. Поставьте лайк и подпишитесь на канал.